Конфетки для моей сладкоежки. Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня мы будем делать малюсенькие шоколадные конфеты для кукол. Они как настоящие, такие же, как большие. Фантик можно развернуть, а там фольга и сама вкуснейшая конфета. Я сделала специально побольше конфет, чтобы точно хватило, и если вдруг пожалуют гости, будет чем их угостить. Ты знаешь, чем меня порадовать? Скажи спасибо моим подписчикам, ведь пришло огромное количество комментариев с просьбой сделать конфетки. Посмотрим, что еще они попросят для тебя. Друзья, обязательно напишите, что еще сделать для кукол, и ваш запрос может попасть в видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новый мастер-класс. И ставьте лайки, если хотите, чтобы видео выходили чаще. Но переходим же скорее к мастер-классу и изготовлению вкуснейших конфеток. Для начала, конечно же, я разворачиваю самую настоящую конфетку, чтобы посмотреть, как она выглядит. Точнее, подробнее разглядеть, ведь конфетки я люблю. И совершенно очевидно, что для лепки нам понадобится шоколадная полимерная глина Фима. Также я подготовила шаблон с фантиками, которые можно вырезать и использовать в своей работе. Этот шаблон вы можете скачать в моей группе ВКонтакте. Ссылка на него будет в описании под видео. И аккуратно вырезаю маленькие фантики. Вот такие бумажечки у меня получились. Раскатываю небольшой кусочек пластики, толщиной примерно 3 мм, и из этого кусочка необходимо вырезать форму конфетки. Я примеряю фантик, чтобы конфетка была такого размера, чтобы можно было завернуть ее в фантик. И вырезаю несколько прямоугольников сразу на несколько конфет. Беру один маленький прямоугольничек и начинаю сглаживать его края, чтобы конфета получилась округлая, она как будто бы залита шоколадом. Сглаживать можно металлической спицей или инструментом лопаточкой. А когда сгладила острые углы, спицей рисую небольшие бороздочки. Вот такие конфетки должны в результате получиться. И отправляю их запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. После запекания конфетки нужно покрыть лаком, чтобы они стали глянцевые, аппетитные. Мне кажется, что они выглядят даже лучше настоящих. Посмотрите, как здорово! Ну и конечно же, самое интересное – это завернуть конфетку в фантик. Я вырезала маленький кусочек обычной пищевой фольги, чуть поменьше размера фантика. Переворачиваю фантик рисунком вниз, кладу сверху фольгу, а затем конфетку и заворачиваю конфету. Сначала два боковых края, а затем аккуратно спицей заворачиваю уголочки. Мои пальцы слишком большие, чтобы заворачивать конфетку такого размера руками, поэтому здесь, конечно же, нужно использовать либо иголочку, либо деревянные зубочистки, либо какие-то небольшие спицы. Но зато какая малютка получается! Посмотрите, как здорово выглядит эта конфета! Как мы ее старательно завернули, так же мы ее и развернем. Отгибаем уголки, разворачиваем, и там внутри конфета. Если же вы хотите сделать побольше завернутых конфет, которые разворачивать не собираетесь, то можно не стараться с приданием формы конфетки, а нарезать просто побольше прямоугольничков. В таком случае края сглаживать не нужно и фактуру делать тоже не нужно. Фольга здесь тоже будет лишняя. Беру конфету, смазываю ее клеем и приклеиваю на фантик. Посмотрите, как присоединить начинку, чтобы фантик красиво заворачивался. Здесь у меня конфетка «Мишка на севере», и я хочу, чтобы Мишку было хорошо видно, чтобы он не был где-то сбоку. Дальше точно так же, как и в предыдущей конфетке, но с использованием клея заворачиваю эту конфету. Сначала боковые края, а затем уголочки. Уголочки приклеивать не нужно, они будут и так хорошо держаться. По-моему, здорово получилось! И в
результате я сделала много-много конфеток, чтобы точно хватило. Теперь можно уютно сидеть на диванчике, закутавшись в плед с вкусным какао и в прикуску с конфетками. А еще и кошка мурчит под боком. По-моему, получается очень классный набор. Пожалуйста, в комментариях напишите, что здесь еще не хватает. Что еще вы хотите, чтобы я сделала? Я жду ваших идей и предложений. И, возможно, именно ваш комментарий окажется в моем следующем видео. Я очень надеюсь, что эти конфетки вам понравились. Ставь лайк, если любишь конфеты так же, как и я. И как моя Барби. Может быть, нам еще каких-нибудь конфеток сделать? Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о выходе новинок. И самыми первыми оставлять комментарии. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. До новой встречи!